Вы посмотрите, какое все красивое, какое все яркое. Красное, желтое, зеленое. При помощи этих очень простых продуктов можно сделать ярким и привлекательным даже такое обычное блюдо, как манты. В Казахстане все говорят манты, а во всей остальной Средней Азии говорят, как я, манты. К тыкве подлить совсем немного, буквально 20 грамм масла и грамм 50, может быть 60 воды. Накрываем крышечкой и на газовую плиту. И на эту сковородочку тоже немного масла и немного воды. Дело в том, что мне хочется поскорее как-то разморозить шпинат. Свежий шпинат у меня тоже есть, но для сегодняшней нашей задумки сгодится и замороженный. А теперь в дело вступает соковыжималка. Очень полезный хозяйский предмет. Свекольный сок – отличный натуральный краситель. Но как тут наш шпинат? Ага, еще немного. Тыква должна слегка пропариться, стать почти что готовой. А теперь нам понадобится блендер. Нельзя переготавливать шпинат, он потеряет свой цвет, свой яркий, замечательный цвет. Посмотрите, как сейчас все красиво. Все готово, но получившееся пюре мне хотелось бы протереть через сито, чтобы в нем не осталось ни одного волокна, ни одной ниточки. А то, что осталось внутри сита, по сути дела, это сплошные волокна. Впрочем, диетологи бы сказали, что это очень полезно. Ну а как тыква? Готово! Отлично готово. И тыкву тоже можно передавать блендеру. Блендеру работы на 10 секунд. Отличное тыквенное пюре, которое тоже не помешает протереть через сито. На первый взгляд кажется, что тыкву-то можно было бы и не протирать. Но дело в том, что здесь внутри сита остаются комочки, которые мне очень не хотелось бы видеть в тесте. Да-да, мы сейчас с вами замесим тесто 3 разных цветов. Красное, зеленое и желтое. Ну а теперь тестомес. В принципе, можно замесить тесто и по старинке, руками. Но надо подумать о том, как сделать, чтобы руки после этого не окрасились. Сначала я беру примерно 100 грамм особой муки дурум. Итальянцы из такой муки как раз делают макароны и знаменитые свои спагетти. Слово все то, что называется паста. Ну а почему манты не паста? Берем одно яйцо, примерно чайная ложка соли. А обычную муку высшего сорта буду добавлять до тех пор, пока тесто не примет нужную мне консистенцию. Тесто собралось в один комок, и теперь его необходимо завернуть в пакетик, и пусть полежит на столе, созреет. Точно так же замешиваем тесто желтое и зеленое. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalik.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем, и при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей.
Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Сталих видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Сталих Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные. Вы получите и будете очень рады. Итак, по Сберспасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. А сейчас самое время заняться фаршем. Слишком сильно вымешивать фарш не надо. Необходимо лишь равномерно распределить в нем все продукты. Соль я насыпаю прямо на лук. Не случайно. Посмотрите, руки чистые. Я беру и мну лук с солью, чтобы он пустил сок. Самая главная задача лука в мантах – это сделать фарш сочным. В принципе, манты будут вкусными, даже если фарш просто правильно посолить. Но если еще добавить немного специй, начиная с черного перца, я думаю, что примерно пол-столовой ложки. И немного зиры, я думаю, что чайная ложечка. И примерно пол-столовой ложки кориандра. Еще раз все перемешаем и как следует уплотним. Пусть фарш постоит в сторонке. Пора еще раз заняться тестом. Тесто полежало и стало чуточку помягче. Его можно еще раз подмесить. Делим тесто на 2 равных кусочка. Скатываем из них колбаски. Тесто красного цвета у нас получилось примерно 600 грамм. Нарезаем кусочки теста по 40 грамм. Собственно говоря, все очень похоже на пельмени, только размер чуть побольше. Тесто на манты удобнее раскатывать веретенообразной скалкой, потому что при помощи веретенообразной скалки очень можно вращать и делать так, чтобы края у теста оказывались несколько тоньше, чем середина. Можно начинать лепить и укладывать на решетки манты каскана. Так правильно называется устройство, в которых готовят манты. А не мантышница и уж, конечно, не мантовница. Берем ложку фарша с горкой. Этого достаточно. Некоторые любят манты небольшие. Я люблю манты мужские. Так, чтобы съел несколько штук. Вот тебе и порция. Масло необходимо для того, чтобы смазывать донышки мантов. Точно так же поступаем с желтым тестом и с зеленым тестом. Полюбуйтесь, разве не красиво? Пойдемте готовить. Очень важно, чтобы вода под манты касканом кипела как можно сильнее. Тогда манты получатся вкусными. Ну а теперь на сковородочке, турецким методом. А впрочем, что это я говорю турецким? Ведь точно так же готовят аналогичные изделия из теста и начинки в Японии. Гёдзе называется. Точно так же готовят гюрзу, как говорят в Азербайджане. Это нечто похожее на караимские пирожки, нечто похожее на пельмени, нечто похожее на манты. Надо постараться уместить все оставшиеся манты сюда, в сковородочку. Ставим сковородку на плиту, подливаем пиалочку воды и накрываем крышкой. Манты крупные, тесто плотное, поэтому готовилось в каскане 35 минут. Но еще манты не готовы. Надо подождать, пока пар пройдет, пока они слегка просохнут. Надо проветрить манты. Все, не могу больше махать.
Не могу, голова кружится от запахов. Надо скорее подавать. Как только сняли манты, пока они еще горячие, надо взять кусочек сливочного масла и смазать им манты. Ну, мне там сковородочка привет передает. Я слышу по звуку, что все готово. Так шкварчит. А эти манты особые. Посмотрите, какое у них донышко. Оно жареное. Слушайте, супер выглядит. И вот эту тарелку никому не дам. Все сам съем. А хотите посмотреть, как они внутри? Хотите? Давайте посмотрим. Давайте раскроем. Ой. Уф. Смотрите на него давишь, а оттуда сок брызгает. Оттуда сок течет. Попробую. Не удержусь, попробую. Я вот все беспокоился, что свекла уведет куда-то в сторону вкус теста. Но нет, это вкусно. Это вкусно. Вот делают же манты с тыквой. И они от этого становятся только вкуснее. Посмотрите, когда мы заканчивали съемку этого эпизода, у нас фарш кончался, и мы решили добавить тыкву в эти манты. Получилось роскошно. А в следующий раз я попробую подготовить каким-то образом свеклу и шпинат и сделать фарш с тыквой, свеклой, шпинатом, может быть, еще чем-нибудь. Вы, самое главное, не пропускайте такие интересные видео. Приятного аппетита!